Всем привет! Сегодня я приобрела вот такой отливантик небольшой. Это аромат от бренда Trussardi. Коллекция посвящена городу Милан. Это бутиковая линейка Trussardi. Называется Aperitivo di Milano Porta Nuova. Вот как-то так, в общем. Там очень длинное название на самом деле. Какие ноты в нем заявлены? Заявлены в верхних нотах бергамот, нероли, что-то еще не помню, что, по-моему, в средних нотах ирис, гелиотроп, в базе амбра, ваниль и бензоин. Ну, я ощущаю этот аромат как кожаный, замшевый аромат, цветочный. Он принадлежит вообще по классификации к восточным цветочным ароматам. Да, в нем я ощущаю цветы, ну, в первых нотах, в верхних, там ощущаются яркие цитрусы и белоцветочность, даже где-то граничащая с индолом. Скорее всего, нероли дают, наверное, такую реакцию, дают такую ноту немного индольную. И яркие такие цитрусовые ноты. Очень он так стартует насыщенно и как-то прям даже сбивает с ног своей яркостью. Потом он как-то успокаивается, становится более таким запудренным. Вот этот ирис и гелиотроп дают такие пудровые ноты. И для меня вот такая вот замша очень приятная проступает в раскрытии, в средних нотах. И в сочетании тоже с какой-то цветочностью. Ну, правильно, да, это же все-таки, наверное, ну, я бы сказала, что какой-то как будто бы и розочкой даже попахивает. Чем-то вот похоже, мне показалось звучание на аромат Келли Калеш в парфюмированной воде от Hermes, который был у меня тоже в Отливанте. И вот мне показалось, даже когда я выбирала аромат, вот какой выбрать от Ливант, то вот мне показалось знакомым это звучание. Я сразу вот эту замшевость почувствовала, и мне показалось где-то в одном направлении с Келли Калеш. Поэтому я его и выбрала, потому что, конечно, Келли Калеш я давно мечтаю купить, хотя бы от Ливант или пробник, ну что угодно, в общем. Не говоря уже о флаконе, конечно, хотелось бы, но пока в городе я у нас не вижу этого аромата нигде. Ну и цена, конечно, там тоже не маленькая. Но вот этот, мне кажется, мог бы мне заменить. Вот я, конечно, еще его так конкретно не разносила, но нанесла сегодня на руку. Вот дождалась раскрытия, все, и базы уже дождалась, все уже как бы протестировала его один раз, можно сказать. И такой он немножко... Есть такой налет ретро немного, вот где-то ощущается, но немножко так можно уловить. Ну вот если у вас есть такие ассоциации с пудровыми ретро-ароматами, да, то вот я даже тоже, когда выбирала, нюхала из флакона, из крышечки, то вот у меня появилась такая ассоциация. Хотя это аромат, конечно, современный, нишевый, абсолютно никак не относится к каким-то ретро-ароматам, но вот есть в нем такой отсыл, как бы немножко, да, вот такая немножечко какая-то нота, напоминающая такую вот, ну, это, скорее всего, вот эта пудровость дает такое вот ощущение. Вот, но мне этот аромат понравился вот из всего того, что мне предложили попробовать. Там было несколько нишевых ароматов, Инисио были, Вертус было 2 аромата. Потом Томаска смола, Орман Джейн был аромат. В общем, все такое было более свежее. Этот аромат показался мне более таким вот на холодное время, таким более сладковатым, более плотным и не таким вот свежаком. Поэтому я выбрала его. Вот. И мне кажется, я не прогадала. Мне кажется, он мне понравится. Конечно, возможно, я даже куплю еще от Левант, если понравится. Куплю еще такой объем примерно. Но не могу загадывать, конечно, возможно, мне хватит этого и больше не захочется. Ну вот такой вот представитель. Я ничего еще из этой линейки не пробовала. Это вот первое, что я вообще понюхала, затестила из этой бутиковой линейки Trussardi. Очень, конечно, интересно. Было бы и другие ароматы попробовать, но пока только вот такой я увидела у нас в продаже. Ну, сам аромат, конечно, да, его вот можно сказать, что вот он относится к нишевым, потому что все-таки его звучание, особенно в начале, такое необычное. Он дает
как бы, мне кажется, к люксу я бы его не отнесла. Хотя Трусарди это все-таки люксовый бренд, как я понимаю, да, он же производит там, по-моему, какие-то то ли кожаные изделия или какие-то аксессуары, насколько я помню, то все-таки это, скорее всего, люкс, но бутиковая линейка, она все-таки имеет, наверное, какое-то нишевое звучание. Там, я думаю, все ароматы выполнены больше как нишевые. Поэтому вот здесь вот я не знаю, как интерпретировать эту линейку, как люкс или как нишу. Такой тоже немножко вопрос. Ну, неважно, в принципе, аромат необычный, у меня ничего похожего нет, вот кроме Келли Калеш, который я могу вспомнить, но все-таки там больше как роза с замшей, там немножко по-другому, но все-таки вот где-то они в одном для меня направлении звучат, поэтому я очень рада, что я нашла такой вот аромат, вот чисто случайно, да, вот один он был из этой линейки, и вот как я когда почитала отзывы на этот аромат, тоже как-то не все, там только одна женщина указала, что она слышит его как кожаный замшевый аромат, такую замшевую подложку в нем ощущает. Вот почему-то только один человек. Все в основном говорят о том, что это очень пудровый аромат, что это какая-то очень такая ирисовая пудра выраженная, плотная. И какие-то уходовые средства, кремы какие-то вот им приходят в голову. А мне вот почему-то вот именно замша, ну, видимо, ассоциация все-таки у меня с ароматом от Hermes все-таки такая возникла стойкая ассоциация. У меня еще сохранился, ну как, флакончик от Леванта туалетной воды Келли Калеш. Там, конечно, более такое у нее свежее звучание у туалетной воды. Мне кажется, это все-таки чуть ближе к парфюмированной воде. У меня был тоже от Левант парфюмированный именно. Для меня, мне кажется, ближе он к парфюмированной, хотя тоже в первых нотах он такой вот яркий. Ну, в общем, конечно, параллельный затест было бы, не мешало бы сделать. Ну, пока, в общем, на этом у меня все. Пока-пока.